Так, теперь мне надо начинать уже вязать вверх. Но для этого мне надо четко знать середину, потому что если я где-то что-то сделаю не так, у меня мой туфель будет смотреть либо влево, либо вправо. Значит, для этого на подошве литьевая, видите, я не знаю, видно вам или нет, потому что подошва черная. Ну, вот так вот. Сейчас я попробую сфокусировать, чтобы виднее было. Не получается фокусировка. В общем, здесь есть такой след от литьевой формы по центру. Это уж точно центр. Значит, у меня всего петель по бортику 117. Мысок я буду вязать, начинать с 9 петель. То есть у меня остается 108 петель. Теперь 108 разделить пополам, это 54. Значит, я на пятки выделяю 2 центральные петли. И таким образом я вот посередине этой литьевой формы определяю серединочку. И вот у меня одна петля центральная. Сюда я вставлю кончик. Мне немножко розовые ниточки, кусочек. Вот она. Раз. И вот это вторая. Они идут с двух сторон от центральной линии на пятки. На пятки подошвы. Все. И теперь в каждую сторону я отсчитаю по 54 петли. И это будет мои 9 петель на мыске. Итак, на заднике я определила 2 центральные петли. То есть они у меня по обе стороны от литьевой дорожки на подошве. И считая эту же петлю, которую я отметила, я считала в одну сторону 54 петли и в другую. И определила свои центральные петли на мыске. Вот они, мои центральные петли на мыске. И что? Начинаем вязать. Вязать я начну с изнанки, потому что с лицевой стороны я тоже буду провязывать на ряд ниже. Для этого мне надо, чтобы у меня был просто ряд столбиков. Завязала узелок на нитке. Теперь разворачиваю подошву. Эту ниточку я могу уже убрать, она мне уже не нужна, я уже знаю. Да, знаю, вытащила и не посчитала. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот моя 9-я петля. Я сюда вдеваю нитку с петелькой, которую я завязала. Разворачиваю, так как я буду вязать изнаночный ряд. Кончик этот прокладываю, чтобы его ввязывать. Петля подъема. И теперь провязываю следующую петельку, столбик без накида. И так вот все 9 петель я провязываю столбиком без накида. Провязала 9-ю петлю. Что я теперь делаю? Теперь я в следующий столбик провязываю соединительную петлю. Это у меня будет петля подъема на следующий ряд. Здесь я провязываю одну петлю. В первом ряду я провязываю одну петлю. То есть я таким образом выравниваю полотно для дальнейшего вязания. Соединительная петля. Провязала. Теперь разворачиваю и иду в обратном направлении. Но в первую петлю я не провязываю, я провязываю во вторую, ниже на ряд.
У меня тут должно получиться 9 столбиков. Провязала я 9 столбиков, нижний ряд. Теперь что я делаю? Теперь эта петля у меня занята. Следующую петлю я провязываю столбик без накида. Во вторую петлю провязываю соединительную петлю. Это у меня петля подъема на следующий ряд. Столбик без накида я провязала. Это у меня прибавка. Это я уже прибавила петлю, вернее столбик прибавила для расширения мыска. А соединительная петля — это петля подъема. Разворачиваю вязание. Первую петлю я не провязываю, начинаю со второй петли вязать третий ряд мыска просто столбиками без накида. Провязала 10-ю петлю. Теперь мне надо провязать столбик без накида в петельку бортика. Я разворачиваю вязание и начинаю вязать как вроде бы с лицевой стороны, потому что изнаночный столбик у нас будет все-таки с изнанки, и это будет некрасиво. Вытягиваю, подтягиваю хорошенько петельки, чтобы они не были расслаблены. Вытягиваю петлю, сбрасываю с крючка и меняю их местами. Петлю на мыске я одеваю сначала, а потом вторую петлю, ту, что я вытянула с бортика. И теперь я их провязываю. Первую петлю я пропускаю, начинаю вязать во вторую. Раз. В каждом ряду у меня увеличится петли, вернее, увеличится ряд на одну петлю. 2. Так возвращаюсь на эту сторону. 9, 10, 11. И прибавочка. 12-я петля. Это прибавка. Следующая соединительная петля подъема на следующий ряд. И таким образом я провяжу необходимое мне количество рядов. Это я уже провязала 4 ряда. Провяжу сколько мне надо рядов до начала провязывания моего узора. Провязала я 5. Раз, два, три, 4, 5 таких полосочек. Это у меня составляет 10 рядов, потому что здесь по 2 ряда. И провязала 11 ряд, вернулась на эту сторону. Присоединилась уже одним столбиком без накида. Провязываю второй столбик без накида. Как я это буду делать? Провязала 2 воздушные петли, накид и провязываю столбик с накидом. Две воздушные петли, раз, два, и сюда же еще один столбик с накидом. Затем отсчитываю раз, два, 2 петли, делаю накид и в третью провязываю столбик с накидом. 2 воздушные петли, в эту же петелечку провязываем еще один столбик с накидом. Накид, раз, два, в третью столбик с накидом. Вот такой вот
узорчик я вяжу, 2 воздушные петли и столбик с накидом в эту же петлю. Так я провязываю до следующего бортика. Я уже 6 штук провязала. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Накид. 1, 2 пропускаем. В 3-ю петлю провязываю столбик с накидом. Две воздушные петли. 1, 2. И сюда же еще один столбик с накидом. Три воздушные петли. 1, 2, 3. И теперь точно так же, как с этой стороны, мы пропускаем 3 петли, потому что у нас столбик с накидом, он выше, чем столбик без накида. Значит, считаем. 1, 2, 3. Вернее, 2 пропускаем. В 3-ю я провязываю соединительный столбик. Разворачиваю вязание и начинаю вязать столбики без накида. Под 3 воздушные петли 2 столбика. 1, 2. Теперь под 2 воздушные петли между столбиками 2 петли, 2 столбика. Здесь под общую вершину столбиков 1 столбик. Опять сюда 2 столбика. Где соединяются 2 столбика вместе под общую вершину. 1. Теперь по 3 воздушные петли, которые мы вначале провязали, провязываю 2 столбика. Раз, 2. Теперь мне надо провязать, присоединиться к бортику. Я здесь задействую 3 петли, потому что мне надо опять поднять высоту на столбике с накидом. Опять 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Теперь накид, в один столбик провязываем столбик с накидом. Здесь у нас 2 столбика в одну петлю. Я провяжу теперь через 2 петли следующий столбик, и у нас получится пирамидка, то есть перевернутые 2 столбика в одну петлю. Так, здесь у меня стоит пирамидка, то есть столбики с общей вершины. Здесь я провяжу 2 воздушные петли и следующий столбик сюда же. То есть столбики, 2 столбика с накидом в одну петлю. Опять накид. 1, 2. В 3-ю петлю провязываю столбик с накидом. Таким образом у меня получается 2 столбика с общей вершиной. И так до конца. Провязала я столбики с общей вершиной точно так же, как в начале ряда. 3 воздушные петли. И теперь 1, 2, 3. В 3-ю петлю
соединительный столбик, вернее соединительная петля. Разворачиваю 2 столбика без накида под 3 воздушные петли. Под общую вершину 2 столбиков 1 столбик, по 2 петли между столбиками воздушные 2 столбика и так далее. Точно так же, как уже я провязывала. Все. Теперь я буду вязать еще один ряд столбиков без накида. Обычные столбики без накида. Вот такая у меня получилась. Видите, шестиугольнички такие получились интересные. Такой ажурный рисуночек. Сейчас я провяжу столбики без накида. Провязала я ряд столбиков без накида. Разворачиваю. Ну, как всегда, присоединилась столбиком без накида и 1 соединительная петля. То есть подъемная петля на следующий ряд. И теперь я в обратном порядке начинаю вязать опять столбики без накида. Первую петлю, как всегда, я не провязываю. Провязала. Фактически у меня здесь провязано 3 ряда столбиками без накида. Да, просто столбиками без накида. Следующий ряд я уже начинаю вязать столбики в нижний ряд. То есть возвращаюсь к такой же вязке, как я провязывала в самом начале. И до тех пор, пока мне уже достаточно будет провязывать мысок. Я уже пойму, что высота мыска для меня достаточно. И тогда мы встретимся. Вот что у меня получилось. Провязала я мысок. Такой у меня тут ажурный рисуночек. Теперь я начну провязывать задник, пяточку. Итак, вот моя серединка задника. Тут 2 петли средние, я отсчитываю еще 5. 1, 2, 3, 4, 5. Закрепляю, делаю петельку, закрепляю здесь ниточку, подтягиваю, прокладываю кончик, чтобы его ввязать. Петля подъема. И начинаю провязывать 12 петель. То есть 5 с одной стороны, 5 с другой и 2 центральные. Так, это я уже убираю. Провязывать я начинаю с изнанки, потому что я буду с лицевой стороны опять провязывать на один ряд ниже, то есть делать объемные столбики. Так, это первый у меня. Так, 12 столбиков без накида. 2 столбиков. 3. Провязаны 12 столбиков без накида. Возвращаюсь назад, провязывая на столбики на ряд ниже. Опять те же самые 12. 12 столбиков провязаны. Теперь я вытягиваю длинную петлю и продеваю через нее свой моток нитки. Затягиваю и отсчитываю 3 петли. 1, 2, 3. В третью ввожу крючок, вытягиваю петелечку, ниточку прослабляю, укладываю по бортику, чтобы она не стягивала полотно, провязываю петлю подъема, разворачиваюсь и начинаю провязывать 18 столбиков без накида. 12 у меня уже есть. 3 столбика я провяжу до
уже провязанных, и 3 после. Получится 18 столбиков без накида. И опять я начинаю провязывать столбики без накида на ряд ниже, не пропуская первую петлю. Провязала я 18 столбиков без накида в обратную сторону. Смотрите, у меня пяточка начинает немножко заваливаться вперед. Это как раз то, что нам надо, потому что пяточка, задничек должен обнимать нашу пятку. Вот. И за счет того, что мы провязываем неполные ряды, смещаемся постепенно, пяточка таким образом наклоняется. Так, опять я протягиваю клубок через вытянутую петлю. Протянула. Но теперь я уже буду вязать опять розовым цветом. Опять буду немножко разбавлять наши серые будни. Беру розовую ниточку. От последней провязанного столбика отсчитываю 3 петли. 1, 2, 3. Ниточку прокладываю по бортику. Делаю петельку. Так. 1, 2, 3. Вставляю крючок. Протягиваю петельку через петельку. Тавтология какая-то. Петелька через петельку. Провязываю петлю подъема. Разворачиваюсь. И начинаю провязывать по столбике без накида до противоположного бортика. Теперь у меня уже должно получиться 21 столбик. 3 столбика с одной, 21 говорю, 24. 3 столбика с одной, 3 столбика прибавится с другой. И по пяточке у меня 18 столбиков. Итак, 24 столбика без накида я провязала. Теперь моя задача вернуться назад, провязывая 24 столбика на ряд ниже. Разбавила я серые будни розовым цветом. Опять вытягиваю по длине ниточку. Я еще одну полосочку такую буду провязывать. Протягиваю клубок. Затягиваю петельку. Откладываю пока серенькие нитки. Теперь прокладываю розовые нитки, прокладываю серую нитку и отсчитываю 1, 2, 3, 4, 5 петель, провязываю петлю подъема. Итак, у меня здесь 24 петли, 5 плюс 5 получается 10, и 24 я провязываю 34 столбика без накида до следующего бортика. Провязала 34 столбика без накида. Теперь эти 34 столбика я буду провязывать в обратную сторону на ряд ниже, не пропуская ни одной петли. Провязала 34 столбика на ряд ниже, вытянула петлю, протянула клубок, закрепила. Теперь прокладываю серую ниточку по бортику, отсчитываю 1, 2, 3, 4, 5 петель и начинаю вязать розовой ниткой. Сейчас я ее перекину таким образом. Кончик у нас лежит по бортику. Еще раз. 1, 2, 3, 4, 5. То есть у меня в ряду добавится 10 столбиков. Провязала я в обратную столбики, вернее, в обратную сторону столбики без накида в нижний ряд. Опять протягиваю нитку через петлю и закрепляю. Теперь уже можно обрезать эту ниточку, она мне уже не нужна, я больше не буду ею вязать, достаточно мне розового цвета.
радости в жизни. Так, теперь я прокладываю ниточки по бортику, серую нитку тоже, и начинаю вывязывать столбики без накида. 1, 2, 3 из 3 петли. Провязала я столбиками без накида, вернулась, провязывая столбики на ряд ниже, и теперь я начинаю прикреплять петли к провязанному нашему мыску. Вот моя первая петля на мыске. Я ее провязываю, столбик без накида, вернее, в нее провязываю. Следующая петля соединительная. Соединительная петля, петля подъема. Разворачиваюсь и начинаю вязать в обратную сторону столбики без накида в каждую петельку. Теперь я уже туда, где я провязывала петлю соединительную, я уже не провязываю столбик, я начинаю со второй петли и провязываю до следующей стороны, то есть до следующего бортика, и подхожу опять к мыску. Довязала я столбики без накида до следующего, извините, бортика. И здесь я точно так же присоединяюсь к мыску. Один столбик без накида. И одна соединительная. Разворачиваемся и начинаем вязать в обратную сторону столбики без накида на ряд ниже. Довязала до мыска с правой стороны. Теперь в свободную петлю я провязываю столбик без накида, в следующую петлю соединительная петля. И опять разворачиваюсь и вяжу к противоположному бортику. И так до тех пор, пока я подниму бока, бортики вернее, до нужной высоты, чтобы у меня хорошо легло по пяточке. А, кстати, еще, если у вас свободновато на пятке, когда вы примеряете, обуваете, свободновато, как вроде просится, чтобы было потуже, я в таких случаях делаю вот где-то вот так вот на одинаковом расстоянии от центра, пропускаю по одной петле, когда вяжу столбики без накида. Тут одну петлю пропущу и тут одну петлю. То есть у меня на 2 петли становится меньше на пятке. И она получается более плотно прилегает к ноге. Хотя за счет такой вязки, как я вяжу, оно все равно идет с прилеганием. Ну, как у кого получится. Имейте в виду, если вдруг у вас случится такой казус, что он будет здесь свободновато, значит уменьшить количество петель. Так, провязала я на необходимую высоту бортики. Последний ряд я провязывала по изнанке столбиками без накида. И с правой стороны прикрепилась к мыску. Первое мое прикрепление к мыску было слева, значит последнее должно быть справа. И теперь я просто буду обвязывать по периметру, так называемому, рачьим шагом. Ну, я думаю, все знают, что такое рачий шаг. Это вяжется наизнанку. Если мы вяжем обычно крючком справа налево, то сейчас я буду вязать слева направо, так сказать, пятясь назад. Выворачиваю крючок, вставляю в петлю за крючком, вытягиваю, провязываю. Следующую петлю точно так же. И так по периметру до начала, где я
заканчивала вязание. Это будет у меня уже и заканчивание, конец обвязки рачьим шагом. И все. И мои туфельки готовы. Ну вот и все. Связала я свои башмачки, туфельки, мокасины. Их по-разному можно называть. Суть не меняется. Летняя обувь. Вязаная, легкая, удобная. Если вам понравилось, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, пишите комментарии. Спасибо вам, что вы сегодня были со мной, что смотрели, возможно, вязали. На этом я буду с вами прощаться. Всего вам доброго. Берегите себя, своих родных и близких. До новых встреч. Пока-пока.